Прошло 5 дней, как волчица почуяла запах человека в заброшенном доме, через который она заходила в деревню уже несколько раз. В лесу удавалось поймать зайца и даже хомяка, но насытиться этим было невозможно. Она пару раз видела лисицу, которая, пользуясь своими размерами и ловкостью, отсекала от волчицы и так мелкую и нечастую добычу. Волчата стали нервничать. Превозмогая страх и осторожность, волчица решилась вновь пойти ночью в деревню. Она зашла непривычной тропой, а сделав дугу, попробовала через поле приблизиться к ближайшему забору. Ей повезло, там была старая собака, которая только слегка рыкнула. И этот рык сонного старого пса был, возможно, лишь от укусившей блохи. Сарай оказался таким же старым, как и пес. Там были овцы. Они заблеяли, волчица грызанула ближайшего барашка и ринулась к лесу. На этот раз собака разразилась лаем, но хозяева не выбежали из дома. Охотник приказал им сидеть и не мешать волчице. Сам охотник почуял присутствие волчицы уже по странному скрипу, совпавшему с первым рыком собаки. Он осторожно двинулся в сторону звуков. Волчица, которая будет тащить добычу, не уйдет от него. Судя по описаниям нападений и размерам следов, волчице было 4-5 лет. Если он настигнет волчицу далеко от логова, его потом можно будет найти очень сложно или случайно. Она осторожна и опытна, логово свое устроила так, что не всякий охотник его распознает, особенно в таком лесу. Охотнику не нужно было видеть волчицу. Она шла не очень быстро. Ее следы были хорошо видны. Волчица точно не уйдет от охотника. Она точно приведет его к логову. Поэтому он спокойно крался за зверем на осень в большом удалении. А подойдя к лесу, вовсе остановился надолго, дожидаясь, когда луна начнет светить наиболее ярко. Он пошел по прекрасному следу, стараясь выбирать места, где возможно бесшумно ступать и раздвигать ветки. Уже почти на рассвете он расслышал сильные шорохи и ворчание волчат. Охотник настиг волчицу там, откуда она не сможет убежать. Волчица почуяла охотника, но было поздно. Она не бросит логово, а волчата не сбегут от врага. И тогда она просто затаилась и стала ждать. Охотник дал себя обнаружить, когда волчица была максимально близко к логову. И она, увидев охотника, бросилась на него. Ему же хватило одного удара ножом. Дело было закончено. Волчата затихли и забились в логово. Охотник надел толстую кожаную варежку и, немного раздвинув вход в логово, достал волчонка. Он связал ему морду и лапы, продев на жерть. То же сделал и со вторым щенком. Убитую волчицу он не стал брать с собой. Он лишь отсек своим тесаком голову и бросил в заплечный мешок. Накинув жерть с извивающимися волчатами на плечи, охотник двинулся в деревню. В деревне охотник был на рассвете. Приемыши не спали, они ждали его на крыльце и выскочили навстречу, увидев, что охотник идет не с пустыми руками. Волчата рычали и поскуливали. Когда охотник положил их на землю, приемыши с интересом рассматривали добычу. Охотник достал старый кожаный ремень, сделав из него ошейники. Во дворе нашлась и длинная цепь, по которой когда-то перемещался пес по всему двору. Отделив два отрезка по 3 локтя, волчатам сделали поводки. Охотник прицепил цепи к старой конуре. Освобожденные от пут волчата рычали на людей, щерили зубы и даже пытались грызть цепь. В конце концов, они забились в конуру. Охотник, взяв голову волчицы, пошел к дому деревенского старосты. Вернувшись, он показал детям 3 серебряные монеты и мешок, набитый репой и вяленым мясом. Завтра они отправятся в путь. Волчата оказались разнополыми, им было не больше 3 месяцев. Они уже были окрепшими и достаточно крупными, но оставшись без матери, волчата бы погибли. Охотнику стало жалко выводок, хотя староста и предлагал утопить их или потравить собаками. Охотник не собирался гостить в деревне еще, он и так пробыл здесь почти неделю. Волчат он постарается приручить. Дети ему помогут. Они уйдут из деревни и поставят шалаш в паре десятков верст от деревни, где проведут 2 оставшихся месяца лета. Он получше узнает детей, постарается их многому научить и постарается дать каждому из них по четвероногому товарищу. Рано утром компания охотника и 2 приемышей собрали свой нехитрый скарб. Волчата, просидевшие весь день и ночь на цепи, выли и пытались перегрызть цепь. Охотник кинул им хорошо отбитое мясо. Утром он попросил детей, которые и так не отходили от конуры, позвать волчат. Первой вышла самка, она робко высунула морду и осторожно подошла к девчонке. Она взяла кусок мяса и стала его потихоньку рвать. Волчонок вышел не сразу и, порыкивая, приблизился к мясу, протянутому мальчиком.
Однако, если самка даже ткнулась носом в ног девочки, волчонок попытался укусить мальчика. Но дело сделано, их запахи были знакомы волчатам. В деревне они уже не останутся. Охотник снял с них цепи. Волк не собака, цепь для него неприемлема. Остается надеяться, что они пойдут за своей новой стаей. Охотник велел детям пойти перед ним. Волчата, оставшись на свободе, сначала рванули к лесу. Люди удалялись медленно. Самка, подбежав к окраине леса, оглянулась и посмотрела на людей, уходивших в сторону. Волчонок пробежал в лес, но почувствовал, что сестра не идет за ним, остановился. Вскоре они уже сидели рядом и смотрели вслед уходящей троицы. Самка потрусила за людьми, волчонок поскулил, зазывая сестру в лес, а потом пошел за ней. Вскоре волчата уже бежали в нескольких локтях от своей новой стаи. Их не звали и не отгоняли. К полудню охотник остановился. Он разжег костер и начал готовить кашу из репы. Он отрезал 2 куска баранины и положил их рядом с детьми. Волчат отпугивал запах дыма, но и привлекал запах мяса. Голод заставил преодолеть неприязнь к запаху дыма и страх к людям. Они осторожно подползли к детям. Волчица позволила даже потрогать себя, а после приема пищи дала себя потрепать, потершись о ногу девчонки. Волчонок же, схватив мясо, отбежал чуть в сторону, а когда мальчик подошел к нему, полоснул своими мелкими зубками по ноге. Бить волка нельзя. Остается только ждать, когда он привыкнет и перестанет огрызаться. Собаку можно погладить, приучить к командам. С волком так не получится, он сам доверится и будет чувствовать, что нужен стае. По-другому никак. Прошел первый день. Стая из 3 людей и 2 волчат увидела луг перед лесом. Там было решено остаться на все лето и начало осени. Охотник пошел рубить ветви и жерди для 2 шалашей. Дети пошли с ним. Волчата же снова рядом, но к людям не подходили. Охотник подстрелил 2 уток, этого им хватит на вечер. Когда шалаши были готовы, волчата расположились в нескольких локтях и, получив половину утки, занялись ей. Волчица постепенно стала позволять общаться с собой, стала подходить к девчонке сама, даже ложилась рядом. Волчонок так и оставался дичком, получая мясо, он отходил подальше. Попытки подойти к нему оканчивались либо ссадинами, либо просто догонялками. И чем взрослее становился волчонок, тем злее он был. Только мальчишка мог иногда подойти и посидеть рядом. Чем больше кормили волчонка, тем крупнее он становился, и тем злее была его реакция. Волчица же через месяц всюду следовала за девочкой и уже играла с ней, лишь иногда по неопытности цепляя и царапая. И девочка рядом с волчицей стала таять, она стала часто улыбаться и даже смеяться. Мальчишка же все больше мрачнел и часто грубо отвечал на простые вопросы. В конце лета дети стали сильно походить на своих питомцев. Охотнику это не нравилось, на охоте мальчик не помогал, не слушал, а своевольничал. Девчонка же послушно выполняла свои обязанности и даже стала обнимать охотника. Как-то на охоте мальчишка изрезал со зверским лицом попавшего в селки зайца. А однажды просто стоял и смеялся над тем, как охотник, оступившись, упал в озеро. Они стали уходить с волчонком на целый день гулять по округе. Дружба между ними так и не возникла, они просто бродили по одним и тем же местам в некотором отдалении друг от друга. Девчонка же спала с волчицей в шалаше, они не отходили друг от друга ни на шаг. Попытки поиграть с мальчиком почти всегда стали заканчиваться девичьими слезами. Заканчивалась осень. Волчата были уже похожи на некрепких, но взрослых. Мальчик и девочка окончательно оправились от сиротской худобы. Однако, если девочка светилась добротой и радостью, то мальчик стал, словно звереныш. И вот однажды мальчик проходил мимо своего волчонка и, оступившись, упал на спящего питомца. Тот вскочил и вцепился в руку своего нетоварища, оторвав ему палец. Это был предел. Охотник запретил кормить волчонка. Обиженный и удивленный мальчик сначала даже кинул в волчонка камнем, чтобы тот подальше отошел от лагеря. На следующий день ему стало жалко волчонка, и он тайком дал ему кусок мяса. Однако вместо благодарности волчонок лишь рыкнул. И мальчик решил, что больше он не даст ему мяса. Волчонок стал злее, он по-прежнему ошивался у шалашей, но теперь лишь за тем, чтобы улучшить момент и выкрасть еду. Мальчик стал успокаиваться и попробовал кормить волчицу, та с опаской, но принимала из его рук. И мальчишка начал таять. Он все меньше грубил и вновь весело играл с девочкой и волчицей, которая уже спокойно принимала мясо из его рук. А волк решил напасть на лагерь ночью. Он выбрал самую глубокую темноту. Мальчик спал у входа в шалаш. Нападение было внезапным и злым.
Волк попытался вцепиться в шею, однако волчица вскочила и впилась волку в загривок. Вой и грязня разбудили всех мгновенно. Охотник бросил камень от пращи прямо в пасть волку. Тому разбило зубы, и он, громко завыв от боли и обиды, отскочил и скрылся в темноте. Рядом с местом схватки утром нашли осколки зубов и крови. Волк больше не сможет никого укусить, даже если его челюсть не разбита, зубов у него больше нет. Нужно было сворачивать лагерь и перебираться в лесную сторожку, которая была в нескольких днях пути. Там они под защитой бревенчатых стен и соломенной крыши проведут зиму. Собрав скарб и запасы на дорогу уже не 5, а 4 членов стаи двинулись в дорогу. Волчица бежала между мальчишкой и девчонкой, которые шли, держась за руки. А в сотне локтей стоял волк, из разбитой пасти которого сочилась кровь. Его больше не накормят. Мальчишка и девчонка теперь будут кормить только волчицу.